Привет всем! Рада видеть вас на канале Советы для дома. Лимонная кислота – это один из самых универсальных и недорогих помощников в уборке. Она отлично справляется с накипью, известковым налетом, ржавчиной и даже неприятными запахами. И в этом видео я хочу вам показать, как именно ее можно использовать. Налейте в распылитель 150 мл горячей воды. Добавьте 1 столовую ложку лимонной кислоты без горки. Хорошо перемешайте. И сюда же добавьте половину столовой ложки средства для мытья посуды. Начну с ванной комнаты. Душевая кабина у вас, плитка или стеклянные двери. На всем этом остаются следы от воды и мыльный налет. Смачиваю стенки душевой кабины прохладной водой и обрызгиваю их раствором лимонной кислоты. После этого протираю стенки кабинки и стеклянные двери мягкой губкой. Я протираю сразу, у меня налета было немного. Если у вас плитка или стекла были покрыты сильным налетом, тогда оставляйте на 5 минут и после этого мойте. Если налет с первого раза весь не отмылся, то процедуру чистки придется повторить. Что происходит? Лимонная кислота вступает в реакцию с известковым налетом и буквально растворяет его, поэтому сильно здесь тереть ничего не нужно. Дальше смываю средство водой и вытираю стенки душевой насухо. Теперь они чистые, прозрачные, без мутного налета. Таким же способом можно отмыть плитку в ванной и саму ванну. Теперь сушилка для посуды. На ней часто скапливается белый налет от воды. Она становится шершавая и может пожелтеть, как в моем случае. Протираю сушилку влажной губкой. И хорошо обрызгиваю ее сделанным раствором. Чтобы средство не стекало со стенок, дольше не высыхало и могло нормально поработать и растворить весь этот налет, облепляю сушилку бумажными полотенцами и хорошо смачиваю их раствором лимонной кислоты. Через 20 минут возьмите мягкую щетку, губку и приступайте к мытью. За это время налет размягчается и легко смывается. В итоге сушилка выглядит как новая, без этих белых разводов, желтизны и шершавости. Дальше душевая лейка и шланг. Шланг покрывается налетом от воды, на нем может появиться ржавчина. А душевая лейка, особенно если у вас жесткая вода, может забиваться и начать разбрызгивать воду в разные стороны. Чтобы отмыть все быстро и с минимальными усилиями, шланг лучше открутить. Все резиновые уплотнители уберите, их замачивать в чистящем растворе не нужно. Чтобы сделать чистящий раствор, налейте в таз теплую воду. Добавьте лимонную кислоту и хорошо перемешайте. На 1 литр воды нужно взять 1 столовую ложку лимонной кислоты. Замочите в этом растворе шланг и лейку примерно на 20-30 минут. После замачивания возьмите мягкую щетку и с ее помощью счистите налет и ржавчину. Раствор лимонной кислоты
растворит известковые отложения внутри и снаружи шланга и внутри отверстий душевой лейки. Поэтому напор воды у вас станет значительно лучше. Плюс лимонная кислота помогает убрать легкую ржавчину. После замачивания промойте все водой и прикрутите на место. Кстати, не забудьте про уплотнительные резинки. Лейка снова работает нормально, воду больше не разбрызгивает, дырочки не забиты. И шланг идеально чистый. Если вы чистите духовку щелочными средствами, это может быть антижир или содовый раствор, то после них часто остается налет и резкий запах. Здесь очень выручает лимонная кислота. Я делаю слабый раствор и просто протираю или обрызгиваю стенки духовки внутри. Кислота нейтрализует остатки щелочи, и поверхность становится безопасной и чистой. Плюс убирается неприятный химический запах. Теперь любимый лайфхак многих хозяек. Это очистка чайника от накипи. Закипятите чайник, аккуратно снимите крышку и добавьте в воду 1, а если налет сильный, то 2 столовые ложки лимонной кислоты. Перемешайте и оставьте до полного остывания. У меня раствор все еще горячий, хотя прошло уже 40 минут. Я его просто так не выливаю, а переливаю в кастрюлю и дам остыть, чтобы он был теплый. Дальше покажу, где его можно использовать. Сам чайник вымойте губкой со средством для мытья посуды и хорошо сполосните под проточной водой. После таких простых действий вы увидите, что чайник внутри снова стал чистенький и блестящий. Вся накипь легко растворилась. Баночки от шампуня, кондиционера для волос, геля и различных кремов, которые стоят в душе или возле раковины, тоже покрываются водным налетом. А если у вас эти баночки не одноразовые, а красивые, и вы не знаете, чем их отмыть, сейчас покажу. Кстати, ковшик внутри у меня тоже весь в известковом налете, его тоже отмоем. Налейте в емкость немного горячей воды, я буду использовать ковшик, вы можете взять что-то другое. Добавьте лимонной кислоты и хорошо перемешайте. На 1 литр воды нужно взять 1 чайную ложку лимонной кислоты. В раствор кладите все бутылочки, которые хотите отмыть, и доливайте прохладную воду. В итоге у меня получился примерно 1 литр теплой воды. Через 30 минут мягкой губкой убирайте остатки налета и споласкивайте бутылочки под проточной водой. Все отмывается легко, а бутылочки будут аж скрипеть от чистоты. Налет внутри ковша стал мягкий. Смотрите, пару раз провела, и все осталось на губке. Если у вас есть ведро или таз, которые внутри шершавые или покрыты белым налетом, то обязательно попробуйте их так почистить. Следующее, что мы отмоем, это фильтр для воды, на котором тоже накапливается белый налет. Его нужно отмывать аккуратно, чтобы не поцарапать пластмассу. И раствор лимонной кислоты в этом нам поможет. Обрызгиваю кувшин раствором лимонной кислоты. Дальше, чтобы он не стекал, возьмите бумажные полотенца или тряпочки, облепите ими места, где есть налет, и еще раз обрызгайте раствором лимонной кислоты. Облепленным фильтр кувшин оставляйте до тех пор, пока налет полностью не растворится. Не нужно его механически ничем счищать, протирайте бумажным полотенцем. Если налет не убирается полностью, то еще оставляйте на время.
У меня прошло достаточно времени. Протираю фильтр-кувшин теми полотенцами, которыми он был облеплен. Дальше его нужно сполоснуть под водой и вытереть. Помните, что нельзя использовать лимонную кислоту на натуральном камне. Эмаль после лимонной кислоты может стать шершавой, а алюминий потемнеет. И всегда хорошо смывайте лимонную кислоту водой. Налет на кувшине очистился, и при этом ни одной царапины на нем нет. Так что берите этот способ на заметку. Остывшую воду из чайника вылейте в унитаз и оставьте на ночь. За ночь кислота поработает и отмоет весь налет и неприятные запахи, которые есть в унитазе. Утром пройдитесь ёршиком и можете наслаждаться чистотой. Вот так обычная лимонная кислота помогает убрать налет, ржавчину и нейтрализовать щелочь. Просто, дешево и реально работает. На экране появилось еще одно видео, в котором я рассказывала про применение лимонной кислоты. Обязательно его посмотрите и напишите в комментариях, где вы используете лимонную кислоту. Если видео вам понравилось, ставьте под ним лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, до встречи в других видео.